Всем привет! Сегодня я покажу 5 простых способов покраски пасхальных яиц натуральными красителями. Первыми покрасим яйца в ярко-желтый цвет, а делать это будем с помощью молотой куркумы. В 2-литровую кастрюлю насыпаем 20 грамм молотой куркумы, добавляем пол столовой ложки соли, наливаем немного воды и все перемешиваем. Кладем сырые яйца. Предварительно яйца нужно помыть содой, чтобы они лучше и более равномерно окрасились. Штампы на яйцах тоже хорошо отмываются содой. Для окрашивания в желтый цвет берем только белые яйца. Доливаем воду, чтобы яйца полностью покрылись жидкостью. Наливаем в кастрюлю 2 столовых ложки 9% уксуса. Ставим на огонь. После закипания воды варим яйца 10 минут на маленьком огне. Яйца уже сварились, вынимаем их на бумажное полотенце. Удобнее всего яйца вынимать с помощью 2 ложек. Яйца оставляем полностью остыть. По желанию для красоты окрашенные яйца смазываем растительным маслом. Яйца, окрашенные в куркуме, получились яркими и красивыми. Готовятся очень просто и быстро. Они прекрасно подходят для пасхального стола. Вторыми покрасим яйца в необыкновенно красивый синий цвет, а в качестве красителя будем использовать краснокочанную капусту. Берем один небольшой кочан краснокочанной капусты и нарезаем ее небольшими кусками. У меня кочан капусты весом 800 грамм. Подготовленную капусту перекладываем в 2-литровую кастрюлю. Всю заливаем водой так, чтобы капуста покрылась жидкостью. Ставим на огонь и накрываем крышкой. Варим капусту после закипания 15 минут на маленьком огне. Капуста сварилась, снимаем ее с огня. Наливаем в кастрюлю 2 столовых ложки 9% уксуса. Все перемешиваем. Не дожидаясь остывания, в кастрюлю с капустой кладем уже сваренные яйца. Яйца должны быть полностью погружены в жидкость. Яйца перед варкой нужно помыть содой, чтобы они более равномерно окрасились. Все накрываем крышкой и оставляем на целую ночь. Прошло 10 часов, достаем окрашенные яйца. Они получаются со слегка мраморным узором. Если хотите, чтобы яйца окрасились равномерно, то перед покраской уберите всю капусту и красьте яйца только приготовленной окрашенной жидкостью. После того, как яйца хорошо высохнут, смазываем их растительным маслом. Красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Яйца, окрашенные в краснокочанной капусте, получились красивого синего цвета. Готовится очень просто, и с их приготовлением справится каждый. Третьими приготовим яйца красно-коричневого цвета. В качестве красителя будем использовать луковую шелуху. Луковую шелуху кладем в миску. Заливаем водой и моем от грязи. Промытую луковую шелуху снова заливаем водой. Чем больше луковой шелухи вы положите, тем насыщеннее получится цвет яиц. Ставим на огонь. Варим шелуху после закипания 10 минут. Снимаем с огня и даем остыть примерно 20-30 минут. Отвар с луковой шелухой уже немного остыл. Насыпаем пол столовой ложки соли. Кладем в него сырые яйца. Для окрашивания с помощью луковой шелухи больше подходят светло-коричневые яйца. Все ставим на огонь. После закипания воды варим яйца 10 минут на небольшом огне. После того, как яйца сварились, оставляем их в этом отваре на пару часов. Также можно оставить на ночь для более интенсивного цвета. У меня яйца простояли в отваре луковой шелухи 10 часов. Вынимаем их на бумажное полотенце и оставляем высыхать. По желанию яйца смазываем растительным маслом для красивого блеска. Яйца, окрашенные в луковой шелухе, получились красивыми и всеми знакомыми с детства. Готовится несложно, главное насобирать луковую шелуху заранее. Четвертыми приготовим яйца фиолетового цвета. Окрашивать будем чаем каркаде. В кастрюлю насыпаем 40 грамм чая каркаде. Сверху выкладываем сырые яйца.
Их предварительно нужно помыть содой для более равномерного окрашивания. Все заливаем водой так, чтобы яйца покрылись жидкостью. Наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все ставим на огонь. После закипания воды варим яйца 10 минут на медленном огне. Яйца сварились, достаем их из воды на бумажное полотенце. Как только яйца попадают на воздух, они начинают менять цвет. Я готовила яйца из разных чаев каркаде. Одни у меня получились светло-бетонного цвета, другие фиолетового. Цвет сильно зависит от свежести чая каркаде. Чем свежее чай, тем более яркий будет цвет. Также цвет зависит от того, где вырос гибискус для чая. Он может быть от серо-зеленого цвета и до насыщенного фиолетового, даже ярче, чем у меня. Делитесь в комментариях, какой каркаде вы использовали и какой цвет у вас получился. Яйца красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Яйца, окрашенные в чае каркаде, получаются необычайно красивыми, а готовятся очень просто. И последними приготовим пасхальные яйца с вот таким необычным и очень красивым рисунком. Берем 3 больших сырых свеклы, трем их на мелкой терке. Можете воспользоваться механической или электрической теркой. В свеклу наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все хорошо перемешиваем. Используйте стеклянную или нержавеющую посуду. Для покраски берем уже вареные яйца и кладем их в свеклу. Аккуратно их закладываем тертой свеклой со всех сторон. Мне в миску за один раз поместилось 8 яиц. Яйца оставляем краситься на 1-2 часа. Если оставить яйца краситься дольше, то они становятся более темные. Через 1 час достаем яйца из свеклы. Быстро и аккуратно промываем яйца водой. Чтобы придать яйцам красивый блеск, покрываем их маслом. Наносим небольшое количество растительного масла на руки и обмазываем каждое яйцо. Можете заметить, что у меня есть яйца темные и светлые. Темные окрашивались всю ночь, а светлые примерно 1 час. Крашеные яйца красиво выкладываем на блюдо. Пасхальные яйца, покрашенные свеклой, получились необычными и красивыми. Готовятся несложно и, главное, без синтетических красителей. Их настолько легко готовить, что справится каждый.